Здравствуйте, это «Новая экономика» с Кириллом Токаревым. Мы говорим о том, как технологии меняют бизнес, экономику и в конечном итоге нас самих. Известный предприниматель Илон Маск рассчитывает создать нейроинтерфейс, который позволит людям напрямую подключаться к компьютеру без промежуточных средств ввода-вывода. Ну, иначе говоря, он хочет подключить человеческий мозг к машине. Идея эта, конечно, не нова. Еще в 1875 году Ричард Кэттон обнаружил электрические сигналы на поверхности мозга животного, а в 1929 году Ханс Бергер установил способность мозга для электрической сигнализации. Первый нейроинтерфейс, таковым, наверное, можно считать, Steam Receiver, электродное устройство, которое может управляться по беспроводной сети с помощью FM-радио. В 1950-е годы Хосе Дельгадо, нейрохирург в Ельском университете, испытал его в мозге быка и впервые изменил направление движения животного с помощью нейрокомпьютерного интерфейса. Достаточно своеобразного, конечно. С тех пор утекло много воды, технологии шагнули далеко вперед, и сегодня простейшие девайсы с технологией нейроинтерфейсов можно купить в обычных магазинах. По прогнозам Elite Market Research, объем рынка нейроинтерфейсов увеличится в период с 2014 по 2020 год на 12%. И к 2020 уже году станет одной из самых наукоемких технологий в медицине, играх и развлечениях, а также в связи и телекоммуникациях. При этом уже сегодня на рынке, как я уже говорил, представлены десятки реально действующих потребительских нейроинтерфейсов. Они позволяют управлять девайсами, играть в игры, рисовать и так далее. Однако все это довольно сырые продукты, которые требуют значительной доработки. Она, разумеется, постоянно ведется, равно как и создание новых продуктов. Вот недавно Facebook заявила, что работает над созданием нейроинтерфейса, который позволит пользователям набирать текст без клавиатуры. Разработчики намерены выйти на скорость печати до уровня свыше 100 слов в минуту. А Илон Маск, с которого мы и начинали, обещает, что со временем научит машину помогать человеку думать. По его словам, из-за быстрого развития компьютеров и искусственного интеллекта в скором времени людям понадобятся специальные импланты, чтобы от машин не отставать. Готовы ли к этому потенциальные пользователи? Непонятно. Мы опросили людей на улицах, готовы они пустить компьютер в свой мозг. И вот что получилось. Я бы была не согласна. Потому что человеческий мозг настолько еще не изученная тема. И что, наверное, если подключать к машине, это, наверное, с точки зрения манипуляции это придумано. А подключать к машине мы, наверное, не узнаем того многого, что можем узнать. Какие-то произойдут сбои, я так думаю. Нет, я думаю, нет. А почему нет? Что вас пугает? Я слышала о том, что как раз-таки хотят создать такую программу, которая будет самостоятельно управлять автомобилем. И, наоборот, человеческий фактор будет, устранен. И за счет этого сократятся аварии как раз-таки. А если человеческий мозг подключить, допустим, к автомобилю, я не знаю на самом деле. Наверное, очень уязвим. Смотря с какой целью. То есть, если это принесло бы мне какую-то пользу, действительно, почему нет? И зависит от рисков. То есть, что это может повлечь за собой. А чего вы боитесь больше всего? Скорее всего, каких-то разрушений в мозге. А если бы понадобилась установка импланта, вы бы решились на операцию? Опять же, для чего? То есть, я не вижу для себя какой-то такой цели, ради которой я мог бы себе в мозг ставить имплант. Я лучше потрачу время, чем буду рисковать своим мозгом. Мне кажется, это отличная идея. Технический прогресс не стоит на месте, и от этого никуда не убежать. Это на самом деле наше будущее, мне кажется, супер. Мы всегда рискуем чем-то. На самом деле, мне кажется, это все равно идея хорошая. А если понадобится установка импланта, вы были согласны на целую операцию? Возможно. Мне кажется, столько возможностей новых появится на самом деле. Это как-то расширит вообще всю деятельность человека, которую он сможет делать. Я думаю, что это интересно, но я бы не была согласна. А почему? Чего боитесь? Боюсь. Чего? Не знаю, что будет кто-то управлять нашим мозгом. Не. Почему? Восстание машин там всякое будет. Как вы вообще смотрите на такую вероятность ближайшую? Да все возможно, это же 21 век. Но сами бы нет? Не. Опасно. Да, я консерватор, я посижу. Я не был бы на это согласен, потому что я, если честно, этим компьютерным технологиям не очень доверяю. Я
Ну, это, наверное, такое наше такое сознание. Нам показывают фильмы вот эти, где там компьютеры завоевывают мир и всякое такое. Я бы на это не был согласен. Было бы замечательно попробовать новые технологии, они всегда молодежи интересны. А ничего вас не пугает, ничего не страшит в этом во всем? Нет, но почему должно пугать? Ну, я категорически против. Я считаю, человек должен решать сам, думать сам и принимать действия сам. Но это уже зомби, а не люди. Это не годится. Я это думаю, что это не позволят люди и не будут этим заниматься. Это все равно, что атомная бомба. Такое же воздействие. Убивать людей. Ну, лично я нет. Это мое личное. Мозг там, просто как бы не хочу, а страхи... Ну, мало ли, да, что там случится, все-таки это новые технологии. Рано или поздно все равно придут. Ну, вопрос времени, 50 лет, 100 лет или больше. Но вы против? Нет, я не против, я против именно, чтобы сначала, чтобы на ком-то испытали, и уже потом, может быть, я бы там был бы не против. Да. Да? Почему? Новые технологии. Как вы вообще на все это смотрите? Нормально. Нормально. А если бы операция потребовалась? Ну, операцию не хочу. Почему? Ну, это операция. Нет, я против. А вот почему? Что вас пугает? Считаю, что вредно для здоровья. Вредно для здоровья. А почему? Ну, я даже считаю, что через турникет проход метро вредно для здоровья, облучения. А уж напрямую подключиться к головному мозгу, так голова никогда не соображает ничего. Ну вот трудно в это поверить, но этим креслом я сейчас управляю. Силой мысли у меня даже какое-то время получалось, и делают вот эту натуральную магию. У нас в России, у меня в гостях представитель компании NeuroIT. Я вас приветствую, собственно, создатели этой технологии, ну, российского аналога, насколько я понимаю, российского нейроинтерфейса. Скажите, как это вообще работает? Все очень просто. Электроды считывают электрическую активность вашего мозга. Вот я и все это передается по каналу Bluetooth в коляску. Вы просто представляете, как вы мысленно идете вперед, и коляска едет вперед. Никакой магии. Магии действительно никакой, но вот мы сейчас долго достаточно тренировались, зрители этого, к сожалению, не видели. Не так-то это просто. А в чем проблема научиться? Проблемы никакой на самом деле нет, просто это новое ощущение, мысленная команда или мысленное движение. Мы, когда каждый день совершаем эти движения ногами, руками, мы не осознаем их. Это как научиться кататься на велосипеде. Один раз и поехал. А когда появился, я вот сейчас попробую, еще раз показываю, это все вот получается не очень хорошо, но... Надо учиться. Когда разговариваю, да. Рулить я не научился сразу. Когда возникла идея вот заняться созданием этой штуки? Ну, в 2015 году мы познакомились с Дмитрием. На тот момент он уже порядка 8 лет занимался исследованием именно вопроса создания нейроинтерфейса. Дмитрий, ну насколько это востребована, на ваш взгляд, технология? Вот у нас был здесь некоторый опрос, и люди, в принципе, не очень готовы. Это действительно проблема? Нейроинтерфейсы, если рассматривать их распространение в мире, достаточно широко уже внедряются, и есть коммерческие предложения, упрощенные нейроинтерфейсы действительно можно купить и пользоваться, управлять, например, мобильным телефоном. Спрос на такие устройства действительно есть. Основа, база, на чем построена сама технология, это метод электроэнцефалограммы, который позволяет регистрировать активность мозга и транслировать отдельные его особенности в команды управления для внешних устройств. Прежде всего, такие технологии востребованы для людей с серьезными моторными нарушениями, которые частично или полностью обездвижены по самым разным причинам, в результате травмы или заболевания. Мы достаточно давно уже занимаемся разработкой этой технологии и научились управлять не только инвалидным креслом, но и, например, мобильным устройством, планшетом. Да, здесь подробнее. Собственно, потребительская сторона какая? Понятно, что для людей с проблемами с движением, есть там синдром запертого человека, тоже отдельная история. Тут в принципе, понятно, это очень потенциально. А вот потребительская электроника, зачем здесь нужны нам нейроинтерфейсы? В любой так называемой новой подрывной технологии тут вопрос в том, насколько потребитель сейчас к этому готов. Не опережает ли сейчас технология нужды потребителя, нужно ли это ему.
Мы, будучи разработчиками этой технологии, имеем возможность внедрять ее в те направления, которые, ну, опять же, на наш взгляд, на данный момент являются наиболее оптимальными. Сейчас это востребовано, да, в первую очередь вот для людей с ограниченными возможностями. У нас реализовано это в продукте, который за счет управления виртуальной реальности своим аватаром позволяет людям после инсульта восстанавливаться намного быстрее. Но это все касается довольно узких рынков. Что касается такого массового потребительского рынка, Я пытаюсь, не обращайте внимания, для меня это действительно... То сейчас люди еще не готовы носить что-то новое на голове. То есть это должно прийти сейчас, прийти в осознание. Вот вы действительно делали опросы, и люди пока морально не готовы, но мы решили предложить потребителям такую прекрасную возможность, как использование нейроинтерфейса совместно с наушниками, где потребители за счет того, что их электрическая активность мозга будет считываться, состояние удовлетворенности, состояние неудовлетворенности всегда будет наш девайс знать. И каждому, кто слушает музыку, будет предложена та музыка, которая ему действительно нравится. Я предлагаю все-таки переместиться за стол, потому что кресло, конечно, магическое совершенно, но я в нем себя чувствую некомфортно. Крайне поможете разоблачиться? Ну вот это одна из проблем, насколько я понимаю, крупные девайсы. Это усилитель, да, собственно? Усилитель биопотенциалов, который регистрирует активность мозга, конечно. Вот это достаточно большая коробочка, но мы сделали ее в 10 раз меньше. Это наш. Это, собственно, следующий этап. Ну и наверняка, пока девайсы не станут такими, это вряд ли можно говорить о каком-то коммерческом использовании. Присаживайтесь за стол, я пока отвезу это кресло, все-таки, чтобы его было видно. Вот этот усилитель, да, сигналов мозга, он достаточно громоздкий. Это, очевидно, проблема для упаковки, собственно, нейроинтерфейса в потребительский продукт. Какие вообще, что еще сдерживает эту технологию в плане массовой продажи, вообще выхода на рынки? Размер усилителя – это не проблема. Это лабораторное, то, что мы смотрели, и имеющиеся усилители у нас, нашей разработки, они довольно миниатюрные, могут быть встроены в любой, в принципе, корпус. Так как мы еще и разработчики, то и форму любую можем придать. Тут проблема в том, какой именно это должен быть девайс, какой форм-фактор, то есть какой формы, для кого. Опять же, если мы говорим о людях с ограниченными возможностями, колясочниками, это одна форма. Если мы говорим о восстановлении инсульта, другая форма. Если это какие-то игровые какие-то приложения там, для управления дронами, там еще что-то, то это третья форма. И наша задача, так как рынок еще не сформирован, еще понятия нет, где выгодно, где невыгодно, протестировать. Это все затраты, и поэтому сначала мы тестируем на прототипах, и потом уже все это формируем в миниатюрные виды, удобные корпусы. Ну, все для потребителя. Дмитрий, насколько мы вообще сейчас понимаем то, что нам вот говорит мозг, и что мы можем считывать с помощью некоторых устройств? Просто достаточно тяжело было кататься мне на кресле. Я понимаю, что мало было времени на потренироваться. Насколько точно мы определяем то, что он нам говорит? И, соответственно, какого уровня девайса мы можем строить сейчас, какие будем строить в будущем? Разумеется, мы можем не все понять, что нам говорит мозг. Только можем ловить отдельные его намерения. Вот, можем распознать двигательную мобилизацию, когда человек готов двигаться. Можем распознать, точно знать, какое движение человек хочет выполнить. Он хочет выполнить движение ногами или руками. Вот такие команды можно сейчас регистрировать уже в режиме реального времени. В отличие от многих других интерфейсов, которые работают с функциональным состоянием в диапазоне состояния расслабился, сконцентрировался, неважно на чем. Наши алгоритмы и наши методы позволяют избежать так называемой процедуры двойного кодирования. Ну, когда вы, например, представляете, как горит огонь, и эту команду синхронизируете с движением кресла вперед, например. Это плохой подход. Хороший подход, когда вы выполняете
мысленный аналог реального движения. В это время двигаетесь, и когда нужно остановиться, вы расслабляетесь и переходите в другое функциональное состояние. Можно также распознавать некоторые особенности, связанные с восприятием. Например, мы можем понять, на каком символе человек сконцентрирован, и этот символ выбрать и напечатать. Можем, как уже сказал Николай, распознавать некоторые особенности эмоционального состояния. Эти состояния не кратковременные, они достаточно продолжительные, поэтому время измерения сигнала для того, чтобы сделать достаточно хороший, надежный вывод, должно быть продолжительным, разумеется. Над этим мы сейчас работаем. Но потенциал у технологий достаточно большой. Ну, как вы думаете, многие девайсы уйдут с рынка благодаря развитию, собственно, нейроинтерфейса? Потому что это логично. Действительно, с появлением, например, мобильной связи и мобильных телефонов, они полностью за собой заменили много разных устройств, начиная от музыкальных плееров, кончая стационарными телефонами. Календари, записные книжки — это все ушло из нашей жизни. Точно так же с приходом нейроинтерфейсов технологии связи, технологии взаимодействия человека с окружающим миром в обозримом будущем действительно изменятся. Ну, сначала ушли кнопки с телефонов, потом, наверное, экраны в конечном итоге-то уйдут. Все-таки ключевые рынки для этой технологии в ближайшие, там, я не знаю, 5, 10, 15, 20 лет. Понятно, что медицина, да, это колоссальные возможности для людей с ограниченными возможностями. Что-то еще. Ну, многие говорят о том, что это революция в связи, это технологии умного дома, прочее. Собственно, куда еще в ближайшее время будет распространяться технология, на ваш взгляд? Ну, в любом случае, это частое явление, когда технологии перетекают сначала из медицинского направления в бытовое. И вот помимо вышеозвученных, то, что уже сказали, виртуальная реальность, управление своими аватарами в виртуальной реальности. Начать протестировать эту технологию можно уже прямо сейчас, и мы это сделали это для реабилитации после инсульта, когда ты учишься заново двигать своим телом. И в дальнейшем это все-таки игры в VR. Ты же не будешь в шлеме бегать по улице, там, махать мячом. Это нужно, чтобы все делалось мысленно, быстро и качественно. Поэтому это наша задача на ближайшее время. Игровая индустрия очень большая, а виртуальная реальность — это очень перспективное направление. И мы, как никто, подходим друг к другу. Ну, надо думать, да. Если говорить о вашей компании, то нацелены сейчас больше на российский рынок или все-таки на внешние рынки? Потому что перспективный продукт — это вот, собственно, управление подобного рода креслами. Но, насколько я знаю, там российскую здравоохранительную систему, договориться с ней очень непросто. Думаете о выходе на иностранные рынки? Да мы не то что думаем, мы этого и хотим, потому что, ну, если разговаривать абсолютно объективно, то сейчас у страны, у нашей, несколько не то положение, чтобы воспринимать там какие-то новые хай-тек технологии в полной мере, в которой она могла бы это сделать. Поэтому, чтобы проект жил, чтобы технологии развивались, нам в большей степени приходится это позиционировать для западных рынков. Это Европа и Северная Америка. Поэтому да, мы сейчас работаем над этим, мы ищем как стратегических партнеров, которым интересно это продвигать, и работаем непосредственно с изучением рынка, потребностей рынка, потому что все-таки отличается от российского, но желание есть, востребованность есть, и терпение это вот. Спасибо, господа. Я вам желаю удачи, собственно, в покорении новых технологий, равных как и новых рынков. Николай Свиридов, руководитель проекта Нейро-IT, Дмитрий Лазуренко, нейрофизиолог, технический директор проекта Нейро-IT. Это была «Новая экономика» с Кириллом Токаревым. Не переключайтесь.